Добрый день, дорогой зритель. Я рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня мы с тобой вместе будем продолжать изучать, а что же так плохо было, собственно, в Overlord The Fellowship of Evil. А в прошлой серии, как ты помнишь, если не помнишь, то посмотри, ссылочка на плейлист будет в описании. Мы уже осознали, что, вот управление не то чтобы очень удобное, боевочка, кисленькая. Если, учитывая то, что мы били босса, который бился, прям вообще никак. Вот, также мы нашли панд жарить плохо. Вот, и я думаю, что мы продолжим. Нам сказал в прошлой серии Гнарл, говори со мной. Гнарл, да. Скорее всего, его так зовут. Что мы должны взять, пойти взять и привлечь на свою сторону пушистых ребятушек. Вон тех самых ребятушек, которых в прошлый раз в первой, собственно, серии очень жестоко трава превратила бедных миньонов в каких-то непонятных уродцев, а остальных убила, и они полезли обниматься ко всем, и плюс ко всему еще были против нас, поэтому да, вот. Скаби — грустное свидетельство того, что Голден недружелюбен к прихвостням. Из-за него быстро распространяется и растет число милых прихвостней. К счастью, вы здесь, чтобы положить конец их страданиям и наполнить осколки сердца бездны их воплями. Вот, и мы, собственно, идем, да, сделай все быстро, всадник бездны. Нет смысла продлевать этим пушистым, да, собственно, мучения. Идем их мучения, собственно, прекращать. Жалко. Но это последняя попытка разрядить адскую бездну. К счастью, последняя кажется особо злой. Я да, конечно. Я злой всегда. Самый быстрый. Не успел. А вдруг это была важная подсказка? Ладно. Просто, к слову, игра вот вроде старая, и вроде как Unity, да, показательное истребление пушистых. А вот она, проклятая трава, которая, собственно, булила нас в первой серии. Знаете что, вот она вроде как должна делать это все милым, но она добавляет цветочки к вот этой вот желеподобной массе из плоти, или не знаю что это, неважно. То есть как-то, не очень мило получается. Я бы вот подобных вещей бы больше побаивался на самом деле, чем того, что происходит в бездне. Ага. А у меня полное. Все. А можно вообще расширить лимит? Может, он расширить? Нет, нельзя. То есть я бы хотел расширить на самом деле лимит носимых с собой прихвостней. Мы будем милыми, мы все будем милыми. Нет. Плохой прихвостень становится хорошим. Вы должны найти источник заразы и остановить ее распространение. Я согласен полностью. Фу, они еще разлетаются в зеленые сопли. Они хотя бы умирают моментально, и это не может не радовать. Круши красоту. А я вообще, на самом деле, а почему я не могу их, поработить? Уши, посмотри на уши. А что с их ушами? У них они пушистые. Если, допустим, я хотел бы их, поработить, нельзя их снова сделать плохими просто? Просто хочу, чтобы они снова стали плохими. И, допустим, не убивать их при этом было бы вообще прекрасно. Мы же можем пополнять армию за счет вот этих вот прихвостней поломанных или нет? Или это не по фэншую? Нам ушастые не нужны, но слишком принципиальное зло. Собственно, я не ощущаю пока что того, что мы идем восстанавливать баланс сил добра и зла, потому что в первых двух частях, да,
Мы были призваны для того, чтобы восстановить баланс добра и зла. Да. Так как в первой части добро распустилось настолько, что стало праздным, и вот это вот все, и там, началась жесть. Делать для них ничего, что всадник бездны не сможет подчинить. Хотя как-то я не думаю, что эти ловушки для мирных целей. Справедливо. Вот, во второй части там был сошедший с ума император, который тоже хотел, чтобы все было добрым, и мы его как бы приструнили. А тут вот как-то мы такие просто типа убивай добро. Так сказать, нет добру. Так, Shift 1 мы призываем молодца. Допустим. Окей. Лабиринт из огня. А зачем они оставили мне лабиринт из огня, если хотели, чтобы я попал в ловушку? Как-то это нелогично. А зачем мне давали огненного миньона, если тут платформы для меня, и я должен был сам пройти? Да, что? Угу. Зачем? А зачем я могу сюда пройти? Давайте... Ладно. Так, окей. А выйти я отсюда смогу? Так, смогу. Чудесная сила удара меня выпускает отовсюду. Вот, а тут мы просто убиваем добрых прихвостней и эльфов бездны. Очищаем бездну, так сказать. Ну, типа... Эльфы бездны, они какие-то по дефолту злые, их поглотила бездна. Добрые прихвостни, они пытаются обнять вас, убить его. Отлично. Я всегда так делаю. Круши, убивай всадник бездны, теперь это наш враг. Справедливо. Вообще я люблю розовый цвет. За что? Ля, что делают? Получайте. Уля, как горят хорошо. А новый меч себя неплохо показывает, на самом деле. Привлекательно. Привлекательно умереть или они про своих новых розовокровых союзничков, которые пытаются меня обнять? Почему я получаю урон от того, что они меня обнимают? Почему я получаю урон от травки? Типа... Либо что? Как это вообще объясняется? Ну, в плане, типа, вот... Я понимаю игровые условности, но все же должно как-то объясняться. Руки прочь от наших близких. Руки прочь от моих близких. Слушай, что? Ты быканул или мне показалось? Черт. То есть моих близких можно превращать вот в это вот, а от ваших близких руки прочь, да? Ну, ты, конечно, это... Двойные стандарты у ребят у вас какие-то. Ой. А он прилетит обратно? Ой, не прилетит. А, вот прилетел. По-моему, это женщина. Ладно, это эльфы, они все похожи на женщин. Мне интересно, вот это утверждение, это была дискриминация женщин или эльфов? Наверное, все-таки женщин. Ну, если бы я был женщиной, мне было бы стыдно, что я похожа на эльфа. Или эльфы похожи на меня. В принципе, не важно. Главное, что вот это вот отвратительно. Потому что в большинстве своем они высокомерные и неучтивые, и я должен был сюда попасть. А, да, должен был. Только как-то я очень странно туда попал. Так, окей, развил очка. Наверное, нам туда, поэтому мы сначала зайдем сюда. Ой, ну это прям, да,
статуи волков. Это бурые на волках. А почему у него... А, это селедка. Окей, все. И я помню, во второй части можно было, собственно, оседлать волков и делать красиво. О, кстати, хорошая идея. Призвать. Куда ты ушел? Ты будешь ломать? Все, лечи меня. Давай. Лечи меня, а мы тем временем насобираем новые штучки, а ты лечи. Хватит ломать заборы, лечи меня. Бесполезная голубая. Да. Все, давайте, можете ломать заборы. Килл, убей их всех. Кого? Голубые, вот, миньоны, они как бы во всех частях были не то чтобы очень полезными в бою ребятами, но тут они прям совсем бесполезны, потому что вот даже когда они меня вылечили, да, когда я их призываю, вместо того, чтобы меня лечить, они идут избивать заборы. А сейчас, когда они меня вылечили и могли бы подраться, они даже не дерутся, их просто убивают с одного удара рядовые эльфы. Нет, нет! Что? Нет. Это слишком жестоко. Что за газовые камеры? Голда. Голда это не тот ли король дворфов, который в первой части был? Мы защитим. Кого вы защитите? Вы их в газовой камере убили их, а теперь говорите, что защитите? Что вы собираетесь защищать? Я же говорил, все эльфы лицемерные. Ну, типа, ужасные лицемерные люди. В них нет ничего святого. Вот вопрос. Вот этот мой удар, по идее, да, суперудар, он же как бы поджигать должен, да? А с поджигающим мечом он поджигает лучше или что? Или как это вот в случае моего нового поджигающего меча работает? Непонятно. Наверное, стоило призвать их всех и отправить собирать трофеи, но мы в любом случае неплохо собрали. А можно как-нибудь их, ну, там, освободить? Я открыл, выходите. Я прекращу ваше мучение. Ну, потому что это слишком жестоко. За что их так? Типа, мне кажется, что на самом деле для существа, которое исконно зло всю свою жизнь, вот эти вот приколы, да, с резкой реформацией сознания, они довольно болезненно должны проходить. Ну, то есть, как бы, он изменился, но внутри-то он все еще там миньон, да, это вот как вот этот вот, там, синдром запертого человека. Ты вынужден обнимать, но ты себя за это ненавидишь. Это прям... Господи, какие же эльфы жестокие ублюдки. Хотя, по идее, Голда это король дворфов, поэтому дворфы жестокие ублюдки. Возможно, дворфы еще и эльфов поработили. Так. Получай. А, я не могу ходить щитом. Подожди, а так я могу же ходить щитом. Да, ага, он какой-то замораживающий черт. Морозный черт. Он как тает морозная свежесть, только морозный черт. Ну, это очень прям, ну, так, стоп. Я вот провтыкал момент. А если я отражаю его выстрел, допустим, да, произошло так, что я отразил его выстрел, я замедлюсь все равно или нет? Стоило проверить. Наверное, не стоило убивать его раньше времени, стоило проверить, но потом. Зеленые. Выглядит так, как будто они мне сейчас понадобятся. Либо... Ой-ой-ой. Вот, я не люблю эти этапы, они заставляют тебя бежать вперед, а ты такой вроде, ага, эта штука продлевает время. Все это время, эти штуки продлевали время, а я думал, а как вообще это делается? Мы сносим все и сразу подбираем вот эту штучку подбираем. Меня ударило, и я не успеваю, да?
Мне просто интересно, что будет, если я смогу выполнить челлендж. Меня взорвал гриб. Ай, ладно. Вот. Ну, может, какая-нибудь стоящая награда будет. Да. То есть, ну, как бы, это же, типа, не просто так мне дают эти штуки, наверное. А вы можете на ходу лечить? Не можете. Все ясно. А я не хочу останавливаться. Ой, в бою полечите. Все равно вы не можете идти дальше. Ну, естественно, ворота закрыты. Может, ты откроешь мне ворота, чтобы я мог идти дальше? Иначе человек дола поработит. Самое веселое в этой игре это то, что вот этот вот удар на правую кнопку мыши, он опрокидывает врагов по рэгдолу. И, ну, типа, да, это делает боевку скучнее, наверное. Но долой грязных созданий. Ну, кто еще грязные создания? Вот. Но, типа, это же так весело. Ну, то есть, как бы, это заставляет делать боевку становиться скучнее, но при этом ты не можешь от этого отказаться, потому что рэгдолл это, как бы, инстанта весело. Очень... Ты дурак? Ты зачем туда залез? Господи. Ладно, вот этот заслуживал того, чтобы стать вот этой розовой штукой и умереть, потому что, ну, как бы он умственно отстал явно. Я считаю, что те, кто заслуживают смерти, они ее заслуживают. Философские мысли. Где волчий мем? Срочно в кадр. Так. Вот, и как бы, блин, а вот без рэгдолла было бы не весело. Мне кажется, это был хороший шаг. Да, они просто поняли, что игра скучная, как бы. Может, у меня откроются иные способности, ну посмотрите, ну типа, если вы хотите мне сказать, что если бы вот этого не было, было бы веселее, и я не поверю. Я не поверю в то, что... Ага, вот он, собственно, этот урод. Так, мы делаем щит. Мы бьем, мы ползем, мы бьем. Так, мы делаем щит. А я могу теперь ходить. А почему в прошлый раз я не мог ходить? Получил? Ладно, возможно, в прошлый раз залагало. Давай, типа... Все, поехали. Собираем. Ну, хотел сказать, возможно, это будет правильный шаг, потому что они будут тоже собирать трофеи, приносить их мне, но это умственно отсталый, блин. Замените мне, пожалуйста, миньонов, бракованные какие-то. Пошли ломать заборы. Все, понимаю. Так, ну окей, ломать заборы это весело. Я все еще верю в то, что, ну, как бы, исследование локаций в этой игре к чему-то меня приведет. Ты, да. А ты почему не идешь? То есть, что? С тобой что-то не так? Тебе не нравится ломать заборы? Тебе тоже нравится ломать заборы. У них какой-то очень странный... Ага, господи. Очень странный искусственный интеллект. То есть, ну, типа... Вот этот момент прокладывания маршрутов... Ой-ой-ой. У них явно сломан. Так, стал вопрос. Господи, боже мой. Нельзя было, ну, как-то ограничить, не знаю, там, невидимые стены поставить для этого, чтобы не происходило вот таких вещей. Причем я уверен, что если бы у этой чудесной игры существовало хоть какой-то спидран комьюнити, хоть какой-то комьюнити, да, что-то мне сказать, что его в принципе нету, но спидранилась бы она очень прикольно за счет выходов в Out Not Bounce везде и всюду, и все такие типа, что? Изометрическая...
Изометрическая игра с выходом в Out of Bounds. Ага, расскажите мне. А вот да, травы. Мое убийственное чутье подсказывает, что впереди есть некоторая чрезвычайная красота. Что? Чрезвычайная красота? Твою мать. А трава меня все еще преследует. А я бы хотел полечиться, ну типа. Блять, конечно. Господи. Твою мать, еще раз на прорыв, дорогие пушистые родственники, еще раз, или Голден закроется с нашими мертвыми прихвостнями. В мире нет ничего более ужасного, чем буры, ставшие милыми розовыми пушистиками. Что, чем буры, ставшие то есть они говорят про себя, я правильно понимаю? What? А или это типа была пародия на нас, как бы, да? На злых. Возможно, Гнару сейчас об этом говорил, но я упустил все это дело, потому что кто вообще вставляет диалоги, вот, да, возможно, сюжетно важные? Мало кто останется, да. В тот момент, когда начинается битва, либо битва идет. А почему вот это вот? Момент великой красоты, как сказала Рикет. Не превращать моих бурых миньонов в пушистых уродцев. Странно. Зачем мне вообще плитку положили у меня в преисподней? Это, блин, преисподня. Вы уже сумеречные эльфы или какие там, ну, в общем, короче, типа... Получай. Пёс. Да, то есть, ну, как бы, откуда у вас остается тяга вот к этому, к великому, и вот это вот все? Он натянул мой шлем. Я только сейчас понял, что этот урод натянул мой... Так, ну, такое не прощает. Я думал, это будет босс. Ну, типа, хотя бы мини-босс. Ну, то есть, в смысле, не умрет с одного удара. Там. Например, хотя бы. Ой, ладно. Здесь слишком много хочу от этой игры. Я уже понял. Это стоило понять после того, как... Все. Ладно. Стоило понять после того, как, собственно, как нам кажется вниз. Да, после я мог, наверное, тут выпустить прихвостней. Ну, тут я бы не сказал, что очень интересно перемещаться по арене во время боя, и что это прям требуется. Да. Так вот, я постоянно теряюсь в пространстве времени. После инцидента с этим, господи, с первым босс-файтом. Когда все, что делал босс, это пердел, и, по-моему, это даже, в принципе, урона мне не наносило, но суть была в том, что вот этим ударом силой рэгдола он как бы станлочился каждым ударом, и ну, в этом всем не было смысла. Вот как это может быть милым? Посмотрите, оно собрано из мертвых, мать его, тел, не знаю, переплавленных. Это вообще похоже на что-то живое. Глазки, ротик, зубки. Носика нет, ну и ладно. Все, вы счастливы, сломали бутылку вина. Так. Теперь мертвым розовым ублюдкам будет нечего пить. Так, я предлагаю... Да вы пошли. Да ну... Все. Я спокоен. Вот, типа... Вот из-за этого я считаю, что у них плохой искусственный интеллект. То есть в тот момент, когда мне нужны прихвостни, чтобы полечиться, вот так. Пустошь была побеждена, по крайней мере, пока. Вернитесь в склеп, и мы обсудим дальнейшие действия. Так вот. Все?
Ладно, ну давайте вот вернемся в склеп. Так вот, в тот момент, когда они мне нужны, чтобы полечиться, а иных путей, чтобы полечиться, мне не предоставили, да, они идут ломать заборы, они упираются там лицом в стены, задумываются о вечном. Господи, ужас. Ну, геноцид завершен, все счастливы. Ой-ой-ой, прям много ресурсов. Мы сейчас, наверное, как пойдем, как прокачаем. Я даже не вижу смысла прокачивать миньонов на самом деле. Потому что у меня есть удар рэгдола, который ломает вообще всех и вся. Стать же злым после смерти, как были в жизни. Шикарно. Не хотели бы вы ничего менять из всех совершенных дел? Теперь давайте вернемся к разрушению. Мы имеем дело с нашей маленькой мелодистической проблемой. Они больше не должны ковыряться в азиатской бездне. Я согласен. Я согласен, что как бы адская бездна — это мой прикол. Это же тот самый циклоп из второй части, который, собственно, нападал на нас, и мы его хотели приручить, но в итоге мы его убили. Да. Ну, еще получился неплохой поврик. Вот. Можно как-то заняться улучшением бездны, допустим? Ну, то есть, если вдруг я захочу. Так, давайте посмотрим. Урикет. А у меня 26, и новый меч я не куплю. А вот это, что это такое, я уже забыл. Это... это типа банк. Или типа инвентарь. Или типа... непонятно. Это типа мой инвентарь, но я же могу его на кнопку I, как я выяснил перебором случайных клавиш в прошлой серии, вызвать. Кузня красивая. Да, я, собственно, не вижу особого смысла, потому что они какие-то бесполезные. У меня есть удар рэгдола, и я как бы сам по себе силен. Не, ну можно, конечно. Ваши зеленые скрытные малыши, которым нравится подкрадываться со спины, как зеленые ниндзя, и наносить удар вашим противникам, прежде чем они успеют опомниться. Специализация быстро внезапная атака со спины является особым талантом зеленых. Позовите их, и они будут нестись позади ваших врагов и атаковать их сзади, пока вы будете биться лицом к лицу с ними. Проблема в чем? Проблема в том, что они, ну, как бы одноразовые. О, грузоподъемность. А надо у всех пойти прокачать грузоподъемность в таком случае. Ваши зеленые будут наносить больше урона в битве. Ладно, давайте возьмем. То есть нам, ну, типа 3 кубика нужно оставить, на все остальные давайте вольем в зеленых, пусть будут. Кубик прихвостня этого цвета. Давайте. Больше урона в битве. Давайте. Ага. Усовершенствование умения выносливость. Теперь зеленые будут находиться вокруг после их первой атаки и атаковать друг. А что это? То есть на то, чтобы они стали полезными, еще нагриндить надо. Ну, это как-то, я не знаю, ну, типа, глупо, что ли, нет? То есть, опа, Граб совсем недавно порылся в мусорке, вы найдете у него все новинки мода для прихвостней. Ладно, не вижу смысла во всех этих пустяках. Темный плащ, кривая палка всегда очень шли мне. Справедливо. Это я не представляю себе его по-другому, иначе, если бы он выглядел, это было бы, наверное, как-то плохо. Так, монетки единорога. Может быть экипированы для ваших прихвостней через экран инвентаря. Отлично подходит для приготовления зла. А это какие-то косметические, да, приколы? Джатов гоблин, теперь он мертв. Найден в большой синей коробке, это круто. Феска. Окей, водолазный шлем. Это не может заставить бурых плавать, они просто тонут. Жаль. Ну, да давайте купим, хотя бы просто посмотреть, как реализована эта механика. Шлем полурослика. Взятого полурослика, ему он точно больше не нужен. Да, собственно, ну просто посмотреть, зачем оно и почему оно. И это что, весь ассортимент? А нет. Эти проклятые туристы, их мусор. А я как много всяких штук.
Цветные глаза, маска глазами непостижимого зла. Мне нравится этот прикол. Ушанка, да, но что-то мне подсказывает, что они же не несут, да, в себе никакой ценности. Что, если бы я нажал подтвердить? Ладно. Ну, а вдруг? Как бы, да? То есть, допустим, украшение... ну тут... Да, тут только украшения. Ну, давайте голубые будут в водолазных шлемах. Что там, да, там это идеально подходит для красных. Это вот этим ребятам, этим маски, как в прошлой части. Ну и как бы все, да? Ну пусть будет, да. I love my tour guide. Ну да, он как бы должен их, по идее, депортировать. Бар лапша. Так, ну и давайте вот этим ребятушкам вкачаем единичку. Вот этим ребятушкам вкачаем единичку. Вот это, наверное, самые полезные ребятушки, поэтому целительные способности будут увеличены. Окей, и возьмем их, чтобы их было 3. Отлично. Да. Ну, вообще, с одной стороны, как бы прикольно, что ты можешь прокачивать прихвостней. С другой стороны, вот эта их, как бы, одноразовость, я повторюсь, и ты перестаешь испытывать к ним какие-то родственные чувства. Вот в прошлой частях, да, ты как бы чувствовал в них душу. Они там переодевались с тобой, прокачивались, да, были классными ребятами, что-то постоянно делали, всегда были с тобой. Если они умирали, и ты не мог их воскресить, то это было грустно, потому что, во-первых, ты терял юнитов от общего числа юнитов, а во-вторых, ну, как бы ты терял своих бро, они же бро, да? Типа, а тут ты такой, сдохли, вы все равно, блин, одноразовые, особенно зеленые, вообще он попрыгал и все, да, то есть, какой в этом смысл? Нету больше какой-то душевности в игре, ты ее не чувствуешь. Мне кажется, это самый большой минус. Так, ну, собственно, мы обошли все, и тут как бы делать нехрен от слова совсем. Может быть, потом откроются какие-то новые пути, новые места. Я надеюсь, что мы все-таки украдем где-нибудь женщину, потому что, ну, собственно, в этом и был весь прикол предыдущих частей, что мы сможем обустроить башню. Но это был какой-то момент отвлечения, было весело. Вот, надеюсь, что мы сможем к этому вернуться и снова этим заняться. А на этом я, пожалуй, мы сегодня закончим, да? Да, что мы сегодня узнали нового, хорошего или плохого? Казалось бы, вроде бы ничего. В принципе. Пока что боевка унылая, пока что. Ну, с другой стороны, рэгдолл это всегда весело. Но вот против боссов было грустно драться. Не очень удобное управление, не хватает души. Душа это всегда очень важно в видеоигре. Вот. И, собственно, ну, вроде бы все, прям каких-то критичных вещей еще сверху я не заметил. Из положительных вещей, опять же, рэгдолл это весело. Из положительных вещей, ну, пока что неплохой вроде как сюжет. Вот этот вот такой немножечко саркастичный юморок, очень странные шутки. В общем, как бы оболочка вроде та же, вроде Overlord. Вот. А на этом до скорых встреч, дорогой зритель. Обязательно подписывайся, ставь лайк, пиши в комментариях, что ты считаешь важным или не важным. И я буду рад любым твоим комментариям. Вот. До скорых встреч. Увидимся в следующей серии.